В этом выпуске продолжение истории сгоревшей Лады Гранта, итоги соревнований Автобезумие 2018, сразу два интересных проекта направления SQL, открытие магазина Loud Sound в Питере прошли не без приключений. Здорово! Все мы помним тот злополучный день, когда какие-то, по-другому их просто не назвать, подожгли проект Ладу Гранту Артура. Но даже после такой потери Артур не опустил руки и продолжил поиски нового проекта, за что ему огромный респект. Красава! Естественно, проект подбирался уже не новый. Кое была Гранта, которая покупалась в салоне изначально под автозвук. Но после недолгих поисков и был найден ВАЗ-2109 89 года в оригинальном кузове ярко-красного цвета. Кстати, эта девятка была и ранее проектом со стеной по 4 пятнахи. Но ребята решили построить свой проект с нуля. В настоящее время уже полностью снята прошлая инсталляция, приборная панель и усиливается кузов, причем основательно. Так как цель собрать громкий, но в то же время повседневный инсталл, чтоб можно было валить часами без последствий для кузова, было принято решение усилить все, что возможно. Походу на статус вечности, да, претендует. Будет усиливаться моторный щит с металлическими профилями, рамка лобового стекла, уже в девятку варена рама. Ребята решили не заморачиваться и просто положили девятку на бок, сварили раму, кинули на нее лонжероны, подвеску и сварили кастомный пол, где уже сверху на нее варена клетка. С таким усилением и любой броневик позавидует. На ней можно и стены расшибать. А если без шуток, в настоящее время ребята планируют передвигаться на 4 пятнахах булава, 6 пар медов и 6 пар упоров. Но на следующий сезон планируется что-то помощнее. Все мы знаем, что в автозвуке существует два основных направления. Это SPL, звуковое давление, и SQ, качество звучания. Но есть еще одно направление, которое является чем-то средним. Это SQL. И сейчас я как раз хочу рассказать о двух интересных проектах, которые представляют это направление. Это Renault Logan и Volts Polo Sedan, построенный двумя объединившимися студиями SPL Pro и Smelo Звук. Первый проект Renault Logan построен на различных брендах. Это две пары Hertz SPL Show. Я люблю эти динамики. Да, мы уже поняли. Одна пара DD-B2, миды Cadence FE оформлений и два кастомных саба FX30. Рез небольшой, но зато полка от 26 до 39 Гц. Второй же проект Polo Sedan представлен нам на бренде DD. Поначалу вроде ничего особенного. В ней установлено два широкополосных моноблока и два саба DD812. Но самый трэш находится во фронтальной части, где стоят две пары драйверов ST45, две пары рупоров B2 и два 15 мать его дюймовых мидбаса в оформлении FI. Это реально. Просто. Там не то что лупит, там просто прощай почки. Ну, потому что подход SQ-шный. Двери для таких монстров сделаны как следует, где сам мид находится в объеме, выполненный стекловолокном и настроенный на 80 Гц. Чего не сделаешь для правильного и громкого качества звука. 2 июня. Город Москва. Прошел самый громкий фестиваль автозвука Автобезумие 2018, где организаторами соревнований стали наши добрые друзья студия Persona и Медведь. Площадка под формат была представлена около 4,8 гектаров земли. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Соревнования посетило огромное количество громких и даже самых громких машин, Самые громкие это мы. про которых мы рассказывали ранее. Это Ford, 7 ProZvuk, Hammer, 7 Alphard и не менее убийственный Ford студии Blackstar Audio, который в этом формате показал ужасающие 173 дБ. Причем толком так и никто не смог послушать этот Ford. Никто и не продержался и 4 секунд. Хотя несколько безумцев все-таки продержались. Один даже в порт залез. Прекрасная акустика. Но больше всего порадовал парень, который угорал со всего происходящего. Давайте еще раз посмотрим.
Вот позитивный чувак. Леха Джей также посетил это мероприятие, где выступил со своим популярным треком. Да-да, Андо выкатил свою обновленную Альмеру. Плюс выехал их новый проект «Четверка». Альмера колоссально поменяла как внешний, так и внутренний вид. Теперь она красного цвета и с наклейками от бренда Louis Vuitton. Но только выкатив Альмеру в свет, как по последней информации стало известно, что она снова меняет оформление. Причем на очень мощное. 25 Гц. А после завершения формата ребята прокатились по вечерней Москве, где встретили одного из участников команды Black Star, рэпера Скруджа, и немного навалили ему. Сидел? Нет. Я бы с такими татухами тоже бы не рискнул. Кстати, это не одна встреча команд Black Star и Def Bones. Буквально на днях Тёма Loud Sound встретился с Тимати, Кридом и Скруджи, где совместно показали грандиозное шоу. Ребята встали на крышу и под мощную басуху Хаммера зачитали несколько своих треков, собрав при этом 1000 людей. Правда, таким выступлением заинтересовались не только зрители, но и сотрудники полиции. Если верить источнику сайта dni.ru, то после проведения небольшого концерта был заинтересован член общественного совета ГУ МВД России по городу Москве Александр Хабинский, где обратился к главе столичного ГИБДД и начальнику Тверской с просьбой разобраться в данной ситуации. Он подметил, что в безобидной выходке ребят можно наблюдать сразу несколько административных нарушений, так как на момент выступления было парализовано движение на улице, и ребята на выступлении выражались нецензурной бранью. Давайте жить дружно. Я хочу рассказать еще об одном проекте, который также заслуживает внимания. Это проект Мусы Лада Приора с Республики Дагестан. Свой путь в автозвук Муса начинал еще с 2015 года. Тогда и была куплена Приора с уже готовой аудиосистемой. Все мы знаем, что качества и громкости никогда не бывает много. Всегда и постоянно хочется улучшать свои системы. Так и Муса улучшил сначала фронт, потом сабовое звено, и что примечательно, проект строился без какого-либо опыта. И вот путем проб, ошибок и спаленных катух и был построен проект. Правда, первый этап был проигран по понятным причинам. Тогда система состояла из Уралов АСД, Прайда ББ-18, но в настоящее время проект приобрел новый вид и уже имеет за собой более 12 кубков. И это все в 19 лет. Теперь Приора передвигается на монобренде FSD. Это 2 12 саба профи, 8 пар середин, 8 пар упоров и топовый УСИ, как для SPL, так и для SQ от компании Stack. Проект Мусы отличный пример тем, кто еще сомневается в своих силах. Просто берите и пилите, и у вас все получится. Еще один день, чтобы выжить. Какой из них дальше к тебе на треть? Какой из них 2 раза ближе? Открытие нового магазина Loud Sound в Питере прошел не без приключений. Магазин посетило рекордное количество человек, больше, чем в Казани и Пензе. Тренаха также установила рекорд, отыграв более 1 часа после открытия магазина. Правда, когда начали жаловаться соседи, все переместились с места, где отсутствовали разумные люди, и Тренаха валила еще около 6 часов. Примерно через 5 часов валева замолчал один сабвуфер, и валева продолжилась на 3 сабвуферах. Это называется на все деньги валить. Потом случился форс-мажор, из портприза повалил дым и запахло горелой проводкой. Нихуя себе! Но Саша принял все меры безопасности и попросил принести огнетушитель, и валево продолжилось. У нас все в рамках безопасности. На следующий день Тренаха поехала на Васильевскую стрелку и играла всю ночь до утра. Когда все уже решили расходиться, начались хейр-трики на 3 сабвуферах, и это продолжалось еще около часа. Потом Саша решил убить оставшиеся 3 сабвуфера и начал валить на все деньги. Люди подходили к Тренахе и говорили: «Охуенно, братан!» Не так. Теперь мы понимаем, почему ее действительно называют Вечность. Когда все закончилось, Саша сказал: наконец можно послушать спокойно музыку, и укатил слушать музыку под просыпающимся улицам Питера. Он улетел, но он обещал вернуться. Но на открытии был еще один интересный проект, который валил до упора, несмотря на жару и сломавшийся генератор.
Это Ford Passat Андрея Павлова. Кстати, она также посещала этап на фестивале Автобезумия, где показала результат 160,9 дБ. И это, подмечу, без грамма брони. Красава. По составу в ней установлено 14 12-дюймовых сабвуферов от компании Aura, 2 уся с тецом. Фронт же состоит из 6 пар середин и 4 пар упоров. Но по последней информации Андрюха прекратил сотрудничество с компанией Aura. На каком бренде теперь будет передвигаться Passat, пока неизвестно. А на этом выпуск новостей подошел к концу. Обязательно ставьте лайки и не забывайте предлагать свои новости к нам на почту. Всем пока, живите громко!